Приветствую вас на канале Творческая студия Елены Тюриной. В этом видео на основе простой снежинки я покажу вам варианты новогоднего декора. Приступаем! Для новогоднего оформления окна нам потребуется вода, детское мыло, салфетка, плоская широкая кисть, ножницы, карандаш и лист бумаги. Угол листа тянем к противоположной стороне, сгибаем, отрезаем лишнее. Получается треугольник в развороте квадрат. Треугольник складываем пополам. Сворачиваем, складываем еще раз пополам. Проверяем, где наша середина снежинки. И складываем клинышком. Лишнюю часть отрезаем. Рисуем карандашом произвольный узор. Вы можете нарисовать свой. Не очень видно на камеру. Я постараюсь обвести для вас и заштриховать узор для наглядности. Приступаем к вырезанию снежинки. Раскрываем. Это самый интересный процесс. Снежинки всегда получаются разными. Снежинка готова. А это снежинка, получившаяся из половины листа. Возьмем наш обрезок, оставшийся от большой снежинки, и сделаем из него еще пару снежинок. Все делаем аналогично. Складываем треугольник пополам. Еще раз пополам. Делаем наш клинышек. Отрезаем его и произвольно начинаем вырезать, не прорисовывая карандашом, как учила меня в детстве моя мама. Конечно, более мелкие снежинки труднее вырезать, но вы старайтесь. Чем больше мы вырезаем, тем лучше у нас получается. Разворачиваем. Всегда удивлял этот процесс. Что же в итоге мы получим? Две совершенно разные снежинки. Можно использовать снежинки как салфетки. Сейчас я покажу вам процесс приклеивания снежинок к стеклу с помощью мыла, широкой кисти и воды. Берем кисть, смачиваем ее в воде. Затем горизонтальными движениями пытаемся набрать мыло на кисть и смазываем этим раствором нашу снежинку.
Следим за тем, чтобы она сильно не намокла и не высохла. На стекло аккуратно кладем снежинку при помощи любого листа. Разглаживаем руками, как утюжком, чтобы пузырики воздуха вышли. И вот такая красота у нас получилась. Убираем излишки мыла, если оно у вас появилось. С малой снежинкой мы делаем то же самое. После новогодних праздников снежинку легко убрать. И протереть стекло салфеткой. Это вариант моего оформления окна к Новому году в детском саду. Так можно украсить арку. А теперь я покажу вам, как делать среднюю снежинку из половины листа А4 формата. Складываем лист пополам, отрезаем по наружному краю полоску. Так у нас получается ровный край. Берем пол листа, и из половины листа мы сделаем с вами 5 снежинок. Смотрим внимательно. Вначале мы сделали 3 заготовки, но у нас остался еще маленький обрезок бумаги. Из него мы сделаем еще 2 крошечные снежинки. Крохотные снежинки трудно вырезать, и поэтому я их не складываю в клин, а оставляю только 2 сложения треугольника и рисую симметричный узор. Так даже получается аккуратнее вырезать их. Вы можете экспериментировать с различными узорами. Никогда не получается одинаковых снежинок, если не делать шаблон к ним. Для большей наглядности я пытаюсь заштриховать узор. Вот получилась вторая снежинка. Берем снежинку среднего размера. На ней вам будет лучше виден весь процесс. Находим середину, отрисовываем ее. Получился многогранник. Ну, теперь наносим произвольный рисунок, но стараемся его симметрично нарисовать. Я люблю более плавные линии. Можно делать очень такую жестко геометричную снежинку с прямыми углами или зигзагами. Видимо, зависит от характера человека. Вырезаем. Следим за тем, как мы держим ножницы. Вращаем саму заготовку, а не ножницы.
режет серединная часть лезвия. Если вы будете вырезать снежинку с детьми, следите за тем, как они это делают. Они часто не понимают и режут концами лезвий ножниц. Разворачиваем. Теперь приступаем к самым крошечным снежинкам. Можно даже устроить соревнование, кто вырежет самую маленькую снежинку. Конечно, здесь могли бы помочь нам маникюрные ножницы, если, конечно, вам их не жалко. Ну или, как вариант, завести специально маникюрные ножницы для бумаги. Очень хорошо развивает это упражнение мелкую моторику. Происходит массаж пальцев. Наш ковер готов. Вот еще варианты моего оформления окна и занавеса из снежинок. Также можно сделать гирлянду. Снежинка может быть и самостоятельным украшением елки, и украшением скатерти. Спасибо всем за внимание. Фантазируйте, экспериментируйте. А если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И я жду ваших комментариев под видео.